Всем привет, и вот я продолжаю свою рубрику про игры, выпущенные на консоли NES по годам их выхода. И сегодня я представляю вашему вниманию мой топ 5 лучших игр 1985 года. Пятое место моего топа занимает игра Lunar Pool, симулятор бильярда для игровой приставки NES. Правила соответствуют правилам американского бильярда. Бить можно только одним шаром, ни в коем случае нельзя его загонять в луз. Сила удара регулируется индикаторной линейкой в правом верхнем углу экрана, направление крестиком прицела. Главное отличие от стандартного бильярда – это разнообразие столов, которые могут быть самых причудливых форм. Играть можно одному, вдвоем, либо против компьютера. В игре присутствует 60 уровней, состоящих из различных столов и конфигураций шаров. После прохождения всех уровней игра начинается заново. Задачей игрока является забить все разноцветные шары на уровне в лузу с помощью черного шара. Нумерация шаров влияет только на получаемые за него очки, на порядок забивания не влияет. Когда шар забит, за него дается 10 очков, умноженные на номер шара и на так называемый рейтинг, который увеличивается на 1 за каждый забитый подряд шар. В случае неудачной попытки сбрасывается до значения 1. Как только все шары на столе забиты, игрок получает дополнительные очки за последний шар и дополнительную жизнь. Если все шары на столе были забиты подряд, дается дополнительный бонус и дополнительная жизнь. 8 красных индикаторов сверху показывают силу удара, а 3 синих индикатора показывают оставшиеся для отнятия жизни попытки в случае неудачных ударов. Как только гаснут все 3 индикатора, игрок теряет жизнь. Также игрок теряет жизнь, если попадет черным шаром в лузу. В этом случае позиция шаров на столе восстанавливается, и индикаторы попыток восполняются. После потери всех жизней игра заканчивается. Четвертое место моего топа занимает Dig Dug, аркадная игра, разработанная в Японии компанией Namco, которая была портирована на консоль NES. Цель игры – уничтожить живущих под землей монстров, раздувая их, пока они не лопнут, или сбрасывая на них камни. В игре есть два вида врагов – круглые красные монстры, которые носят желтые очки, и зеленые драконы, которые могут выдыхать пламя. Персонаж игрока Dig Dug может рыть туннели в земле. Dig Dug погибает, если он сталкивается с врагами, сгорает в огне, или если на него падает камень. Частично раздутый монстр постепенно сдувается и восстанавливает нормальный облик через несколько секунд. В течение этого времени игрок может безопасно пройти через него. Монстры обычно ползают по туннелям, но могут превращаться в призрачные глаза, медленно ползущие сквозь землю. Последний враг на уровне будет пытаться сбежать через верхний левый угол экрана. После того, как игрок сбросит два камня, фрукты, овощи и другие бонусные предметы появятся в центре игрового поля и могут быть собраны игроком для получения дополнительных очков. Через некоторое время они исчезнут. Бонусные предметы появляются, даже если упавшие камни не убьют врагов. Номер уровня показывается цветами в верхней правой части экрана. Переход на новый уровень показывается в правом нижнем углу экрана. В последующих уровнях на экране появится больше монстров, и они начинают быстрее двигаться. Уровень завершается, когда последний монстр уничтожен или обращен в бегство. Третье место моего топа занимает игра Battle City. Это компьютерная игра для игровых приставок Famicom и Game Boy. В России и странах СНГ выпускалась на пиратских картриджах, как в оригинальном виде, так и в модификации Танк 1990 и известных под неофициальным названием Танчики. Полигон действий виден сверху. Игрок должен, управляя своим танком, уничтожить все вражеские танки на уровне, которые постепенно появляются вверху игрового поля с трех сторон. Враги пытаются уничтожить штаб игрока внизу игрового поля в виде орла и его танк. На каждом уровне нужно уничтожить 20 единиц бронетехники противника разных видов. Если противник сможет разрушить штаб или лишит игрока всех жизней, игра окончена. В игре ровно 70 уровней. При прохождении 35 уровней они начинаются заново, но пройти их сложнее из-за того, что изменяется набор вражеских танков,
а также из-за более быстрого респауна врагов. После 70 уровня игра считается пройденной, но какой-либо концовки нет. Игра опять начинает отсчет уровней с первого. Второе место занимает Bomberman. Это видеоигра в жанре аркады, разработанная японской компанией Hudson Soft и была издана для платформы Nintendo Entertainment System, или сокращенно NES, в 1985 году в Японии. Игрок управляет персонажем, который может класть бомбы, взрывающиеся через несколько секунд. Цель игры – уничтожить всех врагов на уровне и пройти на следующий этап за определенное время. При выходе и в ретроспективе игра критиковалась за скудность графики, звука, а также за монотонность игрового процесса. Однако многими критиками была отмечена увлекательность базовых элементов геймплея, что вместе с добавлением многопользовательского режима и последующих продолжениях сделало серию популярной. В игре необходимо уничтожить всех врагов для того, чтобы перейти на следующий этап. Однако после этого еще нужно найти выход, спрятанный за одним из разрушаемых блоков. Рисунок таких блоков подбирается случайно, тогда как неразрушаемые на всех 50 уровнях имеют одинаковый однотонный цвет. Видов врагов много, каждый из них имеет уникальные характеристики. Например, одни быстрее двигаются, а другие умеют проходить сквозь блоки. На каждом уровне спрятан один случайный бонус, улучшающий характеристики бомбермена: увеличение скорости главного героя, увеличение количества расставляемых бомб за раз, дополнительная жизнь, способность проходить сквозь блоки, детонатор, с помощью которого бомбы взрываются по команде, а не по таймеру. В версии игры для NES Bomberman — это робот, производящий бомбы на подземном предприятии, возглавляемом некими злыми силами. Однажды до него дошел слух, что робот, выбравшийся на поверхность, может стать человеком. Принудительная работа не понравилась Бомбермену, и он решает сбежать. Его объявляют предателем, посылая в погоню множество врагов. В итоге Бомбермену удается выбраться из подземелья, и он становится человеком. Ну и конечно, первую строчку моего топа занимает Super Mario Bros. Это видеоигра в жанре платформера, разработанная и выпущенная в 1985 году японской компанией Nintendo для платформы Famicom. Эта игра занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории. После успеха игры ее главный герой Марио стал символом компании Nintendo и одним из самых известных игровых персонажей в мире. Марио отправляется в путешествие по Грибному Королевству, чтобы найти принцессу Пич, которую Боузер заточил в своем замке. Во время путешествия он встречает таких врагов, как Гумба и Купа Трупа, и после схватки с Боузером в первых 7 замках находит Тодда, который подсказывает, что Пич заточена в другом замке. В 8 замке Марио находит самого Боузера и сражается с ним. После этого он находит принцессу Пич. На этом этапе сюжет игры заканчивается. Главными героями игры являются водопроводчик Марио и его брат Луиджи. Цель игры – пройти через Грибное Королевство, ускользая или уничтожая солдат черепашьего короля Купы, также известного как Боузер, чтобы спасти захваченную им в плен принцессу. Марио атакует противников, прыгая на них сверху. Такой способ убивает грибов Гумба и временно нейтрализует черепах Купы, заставляя их прятаться в свои панцири, или ударяя снизу по платформе, на которой находится противник. Испугавшихся черепах можно использовать как оружие против других врагов, подтолкнув панцирь впереди себя. Разогнавшись, он сметает всех на своем пути, но когда встречает преграду, меняет направление и может ударить самого Марио. На некоторых врагов, например дикообразов Спайни, нельзя запрыгивать, так как это ранит Марио. Их можно убить, выстрелив огненными шарами, пнув в них черепаху или ударом по платформе снизу. То же самое касается хищных растений, регулярно показывающихся из торчащих в земле труб. Некоторые из этих труб являются проходами в бонусный уровень. Это подземелье, в котором можно найти небольшое количество монет, а заодно сократить путь до выхода с уровня. Также встречаются ростки, по которым Марио поднимается на облака. Это бонусные уровни, на которых большое количество монет и нет противников. По пути Марио собирает монеты и бонусы, ударяя по блокам со знаком вопроса, а также выискивая секретные хранилища монет в кирпичных стенах. В начале игры у Марио есть 3 жизни, а при наборе 100 монет он получает дополнительную жизнь. До поверженных врагов начисляются очки, которые не приносят какой-либо практической пользы, а служат лишь для отражения мастерства игрока.
При наборе 1 миллиона очков притязательное табло увеличивается до 7-значного. При последовательном поражении врагов одним черепашьим панцирем очки начисляются по возрастающей за каждого убитого от 500 до 8000 очков, а затем при поражении 8-го персонажа Марио начисляется дополнительная жизнь. Среди бонусов может встречаться оранжевый гриб, взяв который персонаж увеличивается в размерах, превращаясь в Супер Марио, и может разбивать головой кирпичи. Если взять после этого цветок, то Супер Марио становится Огненным Марио и получает возможность стрелять огненными шарами, то есть поражать противника на расстоянии. Если Супер Марио или Огненный Марио дотрагивается до противника, то они возвращаются в стадию обычного Марио. Если же противник ранит Марио или кончается время, выделенное для прохождения уровня, то игрок теряет одну жизнь и игра начинается заново, либо с начала уровня, либо с его середины. В уровнях, которые расположены в замках, погибший Марио начинает всегда с начала уровня. Еще один встречающийся в игре бонус – звезда. Она не вырастает из блока как гриб, а выскакивает из него и начинает перемещаться высокими и короткими прыжками. Заполучив ее, Марио становится на некоторое время неуязвимым для врагов, противники погибают от одного его прикосновения. Но он все равно погибнет, если упадет в яму или если закончится время. На некоторых уровнях встречается также бонус в виде зеленого гриба, который добавляет Марио одну жизнь. Игра состоит из 8 миров, по 4 уровня на каждом. В конце каждого 4-го уровня на мосту через озеро Славы Марио встречается с Боузером, королем Купы, огромным черепаховидным драконом. Он дышит огнем и, начиная с 6-го мира, еще и метает огромные молоты. Победить Боузера можно двумя способами. Дотронуться до топора, находящегося за Купой, тот перерубит трос и король Купа упадет в лаву, либо поразить короля Купу с безопасного расстояния огненными шарами. В случае победы над Купой в первых 7 мирах с помощью огня выясняется, что это на самом деле переодетый простой враг, как черепаха, губы и так далее. После этого Марио встречает Тоода, жителя Грязного Королевства, который говорит ему: «Спасибо, Марио, но наша принцесса в другом замке». В игре существует 3 секретных перехода, называемые зоной искривлений, или с английского варп-зона, и позволяющих быстро переместиться в другие миры. Марио может туда попасть, пробив потолок в подземелье или пройти до конца уровня. При попадании в секретную комнату на экране появляется надпись «Welcome to Warp Zone» – «Добро пожаловать в зону искривлений» и трубы с номерами миров, в которых можно переместиться. Также на некоторых уровнях в замке имеются ловушки, постоянно повторяющиеся комнаты, которые необходимо проходить в определенном порядке. После того, как игрок пройдет последний уровень 8-го мира, он получит возможность начать игру в более сложном режиме. На этом мой топ 5 игр, выпущенных и портированных на NES, закончен. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!